Представители знака зодиака Стрелец. Стрельцы, мои дорогие, здравствуйте. Таро расклад. Судьбоносный декабрь. Это неожиданно. Неожиданные события. Что случится до конца года, до конца декабря? И что подскажут карты на последний месяц как раз уходящего года, когда мы подводим итоги и строим планы на будущее. И период декабря может быть связан с важными решениями в вашей жизни. В течение месяца могут приходить неожиданные новости или откроется какая-то тайна. Может быть, это будет даже связано с неожиданным решением конкретного человека, и мы могли себе прежде представлять или выстроить даже какой-то план действий, или обозначить границы нашего участия в том или ином вопросе. Вот здесь что-то нам придется пересмотреть, передумать или рассмотреть новые возможности. Давайте мы достанем карты и пройдем той цепочкой событий, как нам покажут как раз Таро. И первые три карты – события ближайшего будущего. Ориентировочно первые 2 недели. Я не ставлю четких границ, потому что, конечно, это всего лишь прогноз. А мы все разные. Но ориентир такой – это ближайшее будущее. И вторые 3 карты – это события отдаленного будущего. С чем это может быть связано? Или в какой из сфер жизни подобные вопросы могут случиться? Или новости какие-то будут приходить? Или чем придется заниматься? В чем риск? Достанем вот такую карту. От чего вы откажетесь? Сами как будто. Что для вас будет неинтересно, не перспективно, непродуктивно, может быть и так. Что же вам помогает и что нужно знать? И достанем карту совет. Итак, давайте будем смотреть, что за события ближайшего будущего. Но есть то, что уже теперь, как внутри вас, здоровое глухое равнодушие. Какая-то проблема, она практически уже завершилась. Может быть, некоторое послевкусие и еще есть, но это только в том контексте, чтобы как раз оставить только лишь ситуацию, оставить какой-то жизненный опыт, который нам помогает не найти еще раз какие-то грабли. Но, видимо, для кого-то из вас либо действительно какой-то вопрос, который еще не завершен, и это чаще личная жизнь, какие-то разочарования, мы ожидали от человека одного чего-то, а он проявился как-то совершенно по-другому. У кого-то может проиграться личная история вплоть до развода, может быть, дошло. Или даже этот развод случился прежде, но остались еще ряд нерешенных вопросов по имуществу, по деньгам, у кого-то дети. И, значит, вот какие-то контакты, они у нас, мы вынуждены их продолжать. Но тогда это все через призму где-то такой рациональности и здорового, повторяюсь, равнодушия, когда нет никаких эмоций. Нас уже невозможно еще раз ранить. Нас невозможно удивить чем-то плохим. Вот. Наверное, ключевое значение этой карты. Мы словно, где-то во всеоружии, именно потому что есть конкретные люди, от которых мы не ждем ничего хорошего. И вы знаете, в этом сильная позиция, потому что, во-первых, это точно, мы еще раз не попадемся на такую удочку, раз. Может быть, какие-то ряд вопросов мы сумеем завершить с наименьшими потерями, потому что не пропускаем, опять же, это уже через эмоции. Или вот эти самые грабли, когда, может быть, даже если кто-то будет пытаться манипулировать, а у него ничего не получится. Но есть какое-то событие из личной жизни. У кого-то могут все же пройти и вопросы, все же тройка мечей, или завершаться вопросы, которые как рассматриваются в суде. По шестерке жезлов это вы уже победитель, какая-то победа будет, или завершение какого-то вопроса. Пусть, конечно, вопросы у каждого из вас разные. Эта карта может свидетельствовать сама по себе, когда, кстати, будут получены важные документы, или все то, что по жезлам, это и дела, и документы, и работа, и бизнес, и деньги где-то. И спектр совершенно разный. У каждого, потому что свои какие-то приоритеты или то, что вы запланировали. Значит, мои дорогие стрельцы, будет как минимум какое-то одно дело, в котором вы будете победитель. И может быть, кстати, у кого-то оно и будет связано вот с этой тройкой мечей, когда вы где-то сомневаетесь. Хотя я могу все же, я и вижу именно так, что какие-то ошибки прошлого вам как раз и помогают выйти победителем. Давайте откроем следующую карту. Праздник после победы.
Это карта якоря, это карта уверенности, праздника самого по себе. Может быть, какой-то важный вопрос закроете, решите. В чем-то вы разберетесь, мои дорогие. И будете уже планировать праздники сами по себе. Может быть так. Или какое-то продолжение отношений, может быть, с другим человеком или с тем же самым. Я должна сказать, что в этот период могут и возвращаться люди из прошлого. И у каждого тут своя какая-то история. Может быть, кстати, все же 3 карты могут говорить о том, что если вы с кем-то поссорились, вы можете помириться. Но тогда это перемирие, оно скорее будет касаться какой-то дружбы. Или когда вы научитесь вместе, ну, может быть, смотреть словно в одном направлении. Вот какую-то общую точку сборки вы найдете или примете Соломоново решение. Причем, мои дорогие стрельцы, скорее всего, первую скрипку будете играть именно вы. Почему? Потому что именно у вас карта победителя. Поэтому, чего бы ни касался вопрос, хотя 2 карты именно жезловые, и я повторюсь, это не совсем о личной жизни, но, может быть, у кого-то вопросы переезда, связанные с имуществом или местом вашего пребывания, или вы куда-то намереваетесь переехать с семьей, или вы как-то вот тоже личную историю решаете, но, опять же, через какие-то согласования, или когда вы ищете какую-то информацию, узнаете, как мне лучше какое-то дело обустроить, все-таки дело какое-то присутствует. И именно в этом деле вы и победитель, и праздник у вас тоже будет. Деньги будут тоже. Попутно сразу скажу. События отдаленного будущего. Деньги будут точно. 15-й старший аркан дьявол. Это, безусловно, материализм. Здесь для кого-то из вас может прийти крупная сумма денег. Тогда будьте внимательны. Вверху 3 мечей. Есть все же риск их, эти самые деньги, потратить. Хотя у кого-то, мои дорогие, будут уже запланированные траты. Кто-то хочет закрыть кредит, к примеру. Потому что деньги могут как прийти и также уйти на какие-то проплаты или выплаты, закрытие, ну, может быть, и долгов, или каких-то финансовых брешей, или кредитов. Но все же аркан как раз 15 часто говорит о как единовременном получении какой-то весьма существенной суммы. Вот для кого-то может проиграться так. Но, понятно, мы все разные. Вверху 3 мечей. Это может быть страстное влечение к человеку. Все-таки это еще карта страсти, карта зависимости. И поэтому, когда мы словно в состоянии зависимости, мы не видим какую-то ситуацию беспристрастно. У нас как раз эмоции захватывают. Я так вижу, что вот разобраться со своими эмоциями или все расставить по местам. У вас тоже, мои дорогие, будет возможность. Потому что вот эта 3 мечей, почему я говорю сильная позиция – мы можем находиться как раз в зависимом положении, пока мы словно глаза не открыли. Или пока мы не увидели какие-то, может быть, тонкости, как подсказки нам сама судьба дает. Обрати внимание на, допустим, на человека, на его поступки, или что он говорит. Или свяжи какие-то факты воедино и увидь целостную более картину. Сделай правильные выводы. И здесь тогда нас может где-то или разочаровать, или не понравится, нам может как раз вот это самое открытие. Потому что по 15-му аркану мы добровольно закрываем на что-то глаза. Или мы не хотим видеть какую-то реальность. Мы пытаемся продолжить именно в том ключе, как считаем для нас более предпочтительно. Или надеемся на авось. Вот в зависимом положении нет людей, мои дорогие, нет каких-то событий. Или, может быть, еще и бумаги. Все же, если мы про материализм, будьте аккуратны, не подпишите какой-то документ, не изучив его полностью. Вот это можно расценивать как предупреждение. У кого-то проиграется страстная любовь. Давайте откроем. Правда. У вас более чем сильная позиция. Причем, как разобраться с какими-то минусами, как 3 мечей. Так, и с картой Солнца. Это выбор правильного направления. Так и с радостью, и с плюсами, с какими-то перспективами, с каким-то вашим личным прогрессом, может быть, вашими амбициозными планами. И вообще нет ничего невозможного. Сам по себе период будет давать как и возможности, так и буквально победу, праздник. Вы будете ощущать себя, ну, более ресурсным. Когда вам
любое дело по плечу. Но, мои дорогие, не забывайте по аркану дьявол. Дьявол тут ведь может быть не просто даже по плечу какое-то дело, а и море по колено. Вот поэтому в какую-то зависимую ситуацию вы не можете попасть именно из-за самонадеянности. Аркан Солнца – это прекрасный аркан, это то, к чему мы стремимся. А вверху тем более аркан Победа. Но, видимо, есть риск стать самонадеянным, мои дорогие. Но еще и аркан Солнца о чем говорит? О том, что последующие как минимум 6-8 месяцев, мои дорогие. Это карта выбора правильного направления, поэтому вы словно избираете в декабре свое направление. Какие отношения вы будете продолжать? Или по части вашего труда, занятости, что для вас, ну вот, интересно именно продолжить, развить, может быть, и выучить. Может быть, тут как новое что-то вас заинтересует, и вы захотите себя попробовать в новой должности, в новой профессии или само по себе строить карьеру, а раньше вы об этом даже не задумались. Все же аркан Солнца как раз говорит о тех сильных энергиях, это как побудительный мотив исполнить свою мечту. И значит, с чем вы определитесь? Вы будете этим заниматься, как я уже сказала, последующие полгода, и вы получите какой-то дважды блестящий результат. Может быть, как раз для кого-то из вас карта Солнца будет говорить о том, что вы более четко видите, в какую сторону в принципе идти. Закрываете дверь в прошлое или теперь уже становясь более сильным, более рассудительным. Может быть, какая-то прежняя история. У кого-то ведь и по работе может быть. И перед вами как раз какие-то новые предложения, возможности в декабре открываются. Или вы сами их себе открываете. Все же аркан Солнца о наших правильно приложенных усилиях говорит. Как и на декабрь месяц, так и на последующие полгода. Работой у тебя все получится. Конечно, я могу сказать именно больше по части денег, труда, самовыражения, здорового честолюбия или исполнения мечты. Есть еще такой момент, даже если я хочу сказать, правда, вы какие-то, может быть, бреши финансовые, как я уже обмолвилась, закрываете, и деньги буквально все уходят, мои дорогие, к концу декабря будут еще деньги. То есть все равно не получится вам остаться как бы без денег, поэтому и праздник будет, и победа будет. Сильная, правда, позиция. И я так надеюсь, что для многих из вас, для большинства, именно 15-й аркан будет означать и как и возможность заработать, так и возможность продвижения, так и коренным образом изменить свою финансовую составляющую. И, видимо, по 8 Пентаклей тут ведь нам профессионал показан. И карта говорит о том, что вы уже теперь в каком-то деле, ну, имеете достаточно прочное основы, положение, может быть, доброе имя, или вы эксперт в каком-то вопросе. И дальше мы именно строим карьеру или развиваем свой бизнес, свое творчество. Но это именно в росте в каком-то карта проигрывается. И одновременно приходит и рост денег. В чем риск? Фантастика в вашей силе. У кого-то может проиграться, мои дорогие мужчины, женщина, которая для вас и важна, и интересна, и очень притягательна с учетом 15-го аркана и карта «Сила». Это когда с ней хочется быть, когда хочется ее видеть и слышать, и словно зависимость, правда, вот это самая страсть, очень сильное чувство. С другой стороны, это для всех, мои дорогие, это когда вот я сказала о самонадеянности, и по аркану все же сила, как раз у нас лев и изображен, тоже прообраз нашего эго, и причесать вот такие в самом себе сильные эмоции, когда рвется наружу наше желание именно настоять на своем или кому-то что-то доказать. И вот в этом риск. Здесь нельзя себе навредить путем каких-то поспешных действий, необдуманных фраз буквально так. Больше карта говорит о дипломатии и энергии, как у мага. Несмотря на то, что лев изображенный, это огненная энергия, которая близка к вам, но это все-таки больше карта о манипулировании говорит или о том, что мы должны, возможно, согласовать невозможное или объединить возвышенное и земное. Быть реалистом. Мои дорогие девочки, для вас вообще прекрасная карта. Для вас нет ничего
дважды, трижды невозможного. Это вы еще тоже притягательны для типа противоположного пола. Но все же быть осмотрительному по этой карте стоит, потому что в чем риск? Могут и притянуться какие-то, извините, олухи царя небесного. Но правда, бывает такое, наша сильная позиция порой притягивает какие-то нелепые знакомства или лишних людей, причем таких настырных, от которых сложно отвязаться и на что-то не согласиться, понимаете? Может быть, эта карта как выражение, когда вы захотите кому-то оказать услугу или подписать какой-то документ, как обязательство, и себя где-то повергнете в эти самые качели или в какую-то двойственность. И мы ведь еще пока не знаем, с чем мы столкнемся, потому что зависимое положение по аркану 15 тоже проходит. И значит, денежная карта и, в принципе, много денежных вопросов именно со знаком плюс. Поэтому где-то прочувствовать собственную силу и не рассчитать ее тоже есть риск. От чего вы откажетесь, мои дорогие? Ну, от такого мы все отказываемся. Не очень я люблю эту пятерку пентаклей, не такая вроде бы и не крупная карта. Это всегда, знаете, какой-то недостаток. Недостаток либо по деньгам, и вы будете закрывать какие-то вопросы, мы уже говорили, я не повторяюсь. Но и, собственно говоря, когда было недопонимание, не сумели договориться. И поэтому сумеете вы договориться или примириться, если, к примеру, даже с руководителем были какие-то распри буквально. Или отношения, словно такие обостренные. Все зависит от вашего желания. Вот аркан сила для всех. В данном случае, если мы сумеем где-то свое эго так немножко поставить в более реальную обстановку, то нам ничто не помешает. Поэтому важно не помешать самим себе. Но откажетесь, может быть, именно от того, что поставите перед собой какой-то четкий либо как план действий и будете готовы его корректировать, но еще и цель, намерение, мечту. Это как последняя точка вашего путешествия, будем говорить, или то, что вы хотите достичь. И если мы эту цель видим, поверьте, методы мы готовы будем корректировать. Мы тогда более осмотрительны, мы тогда более внимательны. Ведь цель поставили, и поэтому мы понимаем, сейчас я тут оплошаю, потом буду разгребать опять какие-нибудь завалы или буду героически вылазить из каких-то минусов. Вот нет, мне это точно не надо. Поэтому, вы знаете, тут действительно манипулирование где-то у вас может проиграться, потому что вас как задача отказаться от каких-то недопониманий, от каких-то конфликтов, так и от финансовых брешей. Что же вам помогает? Что нужно знать, важно знать. Вы знаете, какие-то решения нужно очень тщательно продумывать. Конкретно четверка мечей, приведи мысли в порядок. И вот нам, посмотрите, человек изображен, который больше, хоть он и держит меч, но все же эта карта описывает больше медитацию. Потому что на четырех мечах, как будто как свечи они горят. Есть, значит, какой-то прежний опыт ошибок. Но, тем не менее, он как раз для вас играет со знаком плюс, потому что какую-то ошибку он вам позволяет не повторить. Быть более осмотрительным. Может быть, вот как раз эта осмотрительность по части подписания важных бумаг, когда вы что-то можете отложить, например, на потом, но не на неопределенный срок, а может быть на короткий срок. Взять паузу, полшага назад, отступить и подумать, а нужно ли мне, в принципе, этим заниматься. Нужно ли мне на это соглашаться? Для кого-то из вас что вам помогает? По четверке мечей, когда мы занимаемся сами собой. Может быть, приводим в порядок собственное здоровье. Конкретно проводим какие-то обследования. Для кого-то, как ни странно, мои дорогие, если была какая-то усталость, вот я такое тоже по нашему раскладу могу предположить. Даже какая-то банальная простуда, насморк, то есть вот что-то такое малозначимое, что вас или дает вам возможность, допустим, не ходить на работу, побыть дома, да, когда больше свободного времени, чтобы уделить самому себе и, может быть, какой-то важный вопрос обдумать. А кто знает, может быть, в какую-то инстанцию за это время съездить и для себя какой-то вопрос либо решить, либо окончательно, ну, прояснить.
Здесь вот именно какая-то недолгая пауза вам во благо. Давайте карта совет. Да, действительно, тут время очень, как и спокойных энергий. Вот карта успокаивает. Так и правильных поступков, правильных решений. Не торопись. И пусть не в этой колоде, а в другой. Иногда аркан умеренности говорит о не случайной случайности, когда нам словно высшие силы дарят какую-то, как стыкуются какие-то, знаете, дороги или пути-дорожки в одной точке, давая нам возможность решить какой-то вопрос. Может быть, для вас, я могу такое предположить, с учетом четверки мечей, кто-то возьмет, паузу буквально как без содержания несколько дней, потому что увидит как раз какие-то предпосылки в разных ситуациях. Старший аркан не говорит, в какой сфере жизни, когда для вас будет самое продуктивное время с чем-то тоже разобраться. И вот эта неспешность вам тоже поможет в конечном итоге выйти победителем или совершить какую-то перезагрузку. У вас, мои дорогие стрельцы, именно какая-то перезагрузка к счастью, к удаче, исполнению вашей мечты. Но пусть это пока еще первые какие-то шаги, но с очень таким продуктивным, перспективным и радостным продолжением. Перекладывайте на себя, мои дорогие, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.